Приветствую вас, друзья! С вами Артем и компания Система. Сегодня у нас на обзоре просто мечта любого фермера, который хочет качественно заготавливать силос, кукурузный силос, жом сахарной свеклы, монокорм и, в принципе, любые другие рассыпчатые материалы. Итак, перед вами альтернатива силосной яме, пресс-упаковщик финской фирмы Агроник. Заготавливать силос и корм нужно правильно. И чаще всего используют специальную силосную яму или траншею. Если совсем коротко, как следует из названия, яму просто вынимают грунт, оборудуют специальное место и туда сваливают зеленую массу. Но у такого способа хранения есть существенные минусы. Например, стоимость самой ямы, то есть постройки, и сопутствующие расходы на обслуживание и ремонт. У нас есть смета на общестроительные работы. Здесь 6 листов. Молочный животноводческий комплекс на 1500 коров. Липецкая область. Локальный сметный расчет. Здесь куча всего на самом деле написано, много разделов. Кстати, кому интересно, напишите в комментарии, вышлем, то есть посмотрите. Отмостка, земляные работы, стены, днище, фундамент. Смета у нас за 2020 год. Стоимость у нее получилась 6 миллионов 893 тысячи. И это за 2020 год. Сколько она сейчас будет стоить в 2022 году, можете прикинуть сами. Я думаю, где-то в районе 10-12 миллионов, уж точно не меньше. Также важный момент. При закладке силоса его нужно очень хорошо трамбовать. А есть хозяйства, где очень большие эти силосные ямы или траншеи. И там весь день катается по 2-3 трактора. А учитывая стоимость соляры, не дешевые такие покатушки получаются. Главный минус в том, что как бы вы ни старались, как бы ни закладывали, как бы ни трамбовали, как бы ни укрывали, у вас все равно будут потери. Все равно корм будет портиться. Например, по бокам, вдоль стен вы не сможете очень хорошо утрамбовать. Трактор просто не сможет подъехать вплотную к стенке. Отсюда получаем контакт силоса с водой или с воздухом и, соответственно, развитие микроорганизмов. И вот таких вот причин, всяких разных, может быть очень много. И по факту потери могут достигать 20-30%. Посчитаем в деньгах. Допустим, вы заготовили 5000 тонн. Это немного. 5000 тонн минус, скажем так, вы потеряли в среднем 20%. Получается, что потери у вас составили 1000 тонн из 5. Дальше. Средняя стоимость силоса сейчас 2500 рублей за 1 тонну. Соответственно, 2500 умножаем на 1000. Получается, вы потеряли 2,5 миллиона рублей. А это квартирка в небольшом городе, или хороший культиватор, или кормораздатчик. Плюс еще сюда добавляем стоимость строительства ямы, ее обслуживания. Каждый год заготавливать силос надо, трамбовать его надо. Поэтому потери в деньгах могут быть просто огромные. На этом фоне мы в компании Система уверены, что тип хранилища не играет главную роль в получении хорошего сырья. Неважно, яма у вас или траншея или башня, главным является качество готового продукта. То, что вы получите в конце. Вот что самое важное. Поэтому пресс-упаковщик, или как его еще называют, пресс-обмотчик, фирмы Агроник — это просто идеальное решение. Кто хочет заготавливать качественный корм, хранить его в долгое время без потерь и зарабатывать на этом, в общем, быть современным фермером, а не просто где-то там кукурузу охранять. Итак, сходу посчитаем экономику. Самое интересное, чтобы был смысл дальше видео смотреть. Итак, упаковщик делает рулоны весом
500 килограмм. Силос, как говорил выше, стоит 2500 рублей за тонну, то есть 2,5 рубля за килограмм. А 500 умножаем на 2,5. Получается, один рулон стоит 1250 рублей. Дальше. Производительность у упаковщика 45 рулонов в час. Но для чистоты возьмем 30. Это так, чтобы не напрягаясь, не торопясь, крутить рулоны. Получается, берем 1250, стоимость одного рулона, умножаем на 30, наша производительность. Получается, что упаковщик делает за час 37 500 рублей. А если вы начнете работать на максимум, делать 45 рулонов в час, продавать силос не по 2,5, а дороже, а продавать дороже вы точно его будете, потому что качество корма будет очень высокое и он будет запакован. Получается, что за день можно делать 450-500 тысяч рублей в день. И я более чем уверен, если у вас в хозяйстве будет стоять такой аппарат, то к вам будут приезжать со всей округи за качественным кормом и силосом. Проблем с продажей точно не будет. Ну а теперь, если для вас заработок 500 тысяч в день не аргумент, просто ответим на вопрос, почему стоит покупать данный упаковщик, для чего он нужен в вашем хозяйстве. И главная причина – это его мобильность и универсальность. Вы можете подключить к упаковщику электродвигатель и использовать его стационарно, то есть поставить его непосредственно на базе, на складе, включить в розетку, крутить рулоны и тут же их складировать. Но самое интересное, самое классное – использовать этот упаковщик непосредственно в поле. Тут вариантов может быть масса. Кормоуборочный комбайн, силосоуборочный, прицепной, навесной, неважно. Любая косилка, жатка, все это отлично работает в тандеме с обмотчиком. Если раньше вы убирали урожай сначала в прицеп и потом везли его на базу для заготовки, при этом опять-таки делая потери при перевозке, то теперь вы убираете урожай непосредственно в упаковщик и сразу же заготавливаете высококачественный корм. Неважно, Ягуар у вас классовский кукурузу убирает или Дон российский кормовые культуры собирает, любой комбайн подойдет. Цепляете упаковщик за трактор от 90 лошадиных сил, едете рядом с комбайном и спокойно делаете рулоны. А есть еще модификации комбайнов с валом отбора мощности. Это вообще здорово. Комбайн урожай собирает и тут же его упаковывает. У вас получается целый такой комплекс по заготовке корма в поле. С прицепными и навесными агрегатами тоже все просто. Та же косилка Кир 1,5 или КСД отлично сочетаются с упаковщиком. И здесь вы также всю зеленку не в прицеп кидаете, а непосредственно в упаковщик. Таким образом, упаковщик Агроник Мультибаллер упрощает процесс заготовки силоса, делая его более эффективным и менее затратным. Вы не зависите от силосной ямы, от всех этих движений по обслуживанию, подвоза и трамбовки силоса и так далее. Вы в принципе не зависите от многих факторов в этой большой цепочке от сбора урожая до заготовки корма. У вас сокращается время уборки урожая. Не нужно туда-сюда ездить с поля на склад для загрузки в силосную яму. Комбайн не простаивает и не ждет очередной прицеп или КАМАЗ, который сломался. Вы убираете максимальный урожай, который может дать поле без потерь и задержек. И в итоге вы получаете качественный корм, силос, который можно хранить до 2 лет. И через 2 года он будет такой же свежий, как будто его только что собрали. И это очень важно. Сокращается время уборки, получаете качественный силос, храните его без потерь, оптимизируйте уборку, больше зарабатываете. В общем, про плюсы и плюсы можно говорить долго, но чтобы не быть голословным, давайте лучше послушаем реальный отзыв, а не мою говорящую голову. Мы позвонили в хозяйство, где упаковщик работает около года, и вот какие комментарии мы получили. Ну, Сергей, скажите, как вот ваше хозяйство называется и в каком районе базируется? Сабинский район, Богатые Сабы. Само хозяйство называется СППК «Иген». Какой у вас основной вид деятельности, то есть чем занимается хозяйство? Заготовка кормов, зерна. Только заготовка корма. Ага. Заготовка, обеспечение кормов от всех, многим хозяйствам. Ага. Агроник вы приобрели в том году, по-моему, да, если не ошибаюсь? Да. А рулоны где вы храните? Да прямо на улице, на открытом воздухе, как бы. Какой-нибудь, если вы вскрывали, допустим, самый старый рулон? Как вам сказать, вот год, наверное, если взять, даже года нету, получается уже.
смотрели, вот он как раз-таки вот лежал с самого первого времени, наверное, приготовленного. Мгм. С этой партии вот такой же, по сути, как бы, ну, не изменился даже. Может, поломки какие-то были, как устраняли? Нет, таких поломок там ничего не было. Единственное, что там, допустим, ну, при длительном, когда не используем, вот там месяц-два бывает такое. Мгм. Ну, сначала надо обкатывать, потому что бывает где-то что-то, ну, заржавеет там, потому Ну, понятно, что вот эти да, машина. тормозные барабаны, что это, соответственно, все надо сначала уж на Ну, холостую понятно, прогнать, что он всё там смазать. 2 месяца А так, стоял. такого глобального ничего нет абсолютно. А вы не помните, вот когда вот вы привезли вам этот упаковщик с Финляндии, может, кто-то приезжал, потому что он финский? Да, оттуда вы приезжали с переводчиком, то есть Ну, вообще, как бы довольны приобретением? в своей сущности, да, По как бы пятибалльной вот шкале бы сколько вы поставили? он все быстро делает, как бы нареканий нет, может даже 5, даже приходится ждать, потому что этот, ну, погрузчик бывает не успевает Ага. складывать. То есть пока вот он, допустим, один делает, он второй уже упакует. Пока тот допаковал, уже и этот выкатывается к нему. То есть Ну, как пока он первый рулон, грубо говоря, заматывает, он Да, уже он следующий второй уже прессует. прессует. Мгм, Реально. мгм. Но вы сами все слышали, я только проговорю основные моменты из разговора. Техникой довольны, рекомендуют к продаже средним и большим хозяйствам и особенно тем, кто заготавливает корма и силос на продажу. Из интересных моментов отметим следующее. 10 месяцев рулону, внутри корм свежий, как будто его только что собрали. Высокая производительность. Погрузчик не успевает загружать бункер, упаковщик быстро делает рулоны. Сборку и обучение персонала проводят сервисные службы непосредственно с финского завода «Агроник». Нареканий, поломок за год не было. Из минусов, после долгого простоя в холоде, необходимо провести легкое ТО, скажем так, провести мини-обкатку. Давайте тогда разберем упаковщик более подробно, выясним, что он из себя представляет, из каких частей и как работает. И основное — это приемный бункер. Его объем 2,5 куба, либо 4 у старшей модели. Сюда в бункер вы загружаете материал. Кукурузный силос, сенаж, жом сахарной свеклы, торф, монокорм, солому, люцерну, шалфей. В общем, весь мелкий материал, вплоть до буквально размера 2-3 сантиметра. В общем, можно грузить все, что угодно и как угодно. Далее по внутреннему конвейеру материал подается в прессовальную камеру. Скорость перемещения регулируется автоматически. А чтобы было более понятно, покажем, как это выглядит в реальной жизни. А вот так у нас выглядит сама загрузочная камера. То есть можно здесь легко открыть. Все на гидроупоре, как на хорошем автомобиле. Сюда засыпается материал. Здесь транспортерная лента. Он движется туда. Там стоят, скажем так, два датчика. Вон там вот две ленты. Они контролируют, они точнее будут вам показывать, сколько сетки вы использовали. Материал дальше туда идет и попадает непосредственно на прессовку и саму упаковку. Еще одна интересная особенность упаковщика. Здесь установлен вот такой вот интересный шнек. Для чего же он нужен? Здесь внизу, где, под самым днищем упаковщика, стоит специальная транспортерная лента. Она тянется до самого конца. И здесь внутри стоит специальный шнек. Когда вы засыпаете сверху материал для начала упаковки, лишнее что-то может откуда-то просыпаться, высыпаться. Все, что у вас не попало, скажем так, в загрузочную камеру, оно попадает сюда, по транспортерной ленте попадает на транспортер, который по шнеку поднимается. Этот шнек в рабочем состоянии ставится вот здесь. И все, что у вас высыпалось, поднимается обратно и дальше загружается. Весь материал, который вы грузите в упаковщик, он в любом случае будет упакован, и у вас не будет потери корма. В камере рулоны получаются очень высокой плотности. Чем плотнее рулон, тем больше материала мы можем запаковать, и кислород не попадает. Размер рулонов можно регулировать в пределах 20 сантиметров.
Тут же в камере автоматика добавляет консервант, рулон обматывается либо сеткой, либо пленкой, смотря что вам удобнее, и попадает на обмоточный стол, скажем так, где происходит сама упаковка, запаковка корма в пленку. Ну а для наглядности покажем, как это на натуре. Здесь у нас основная часть, то есть когда материал упакован, рулон отсюда выкатывается и начинается сама обмотка. Когда рулон выкатывается, все равно какая-то часть его массы, какая-то часть в этой всей травы, она чуть-чуть осыпается, но она никуда не девается. Отсюда она по транспортерной ленте туда до конца и уже по шнеку заново загружается. Сюда выходит рулон и начинается обмотка. Обмотка заканчивается. Ну, здесь это будет в рабочем положении опущено. Обмотка заканчивается и рулон выкатывается. К слову, пленка для рулонов подходит самая простая, самый обычный агрострейч белого либо зеленого цвета. У нас на складе ее полно, хватает надолго, стоит копейки. Да и в вашем городе она 100% есть, это не вау какой эксклюзив. В общем, упаковали, замотали, рулон выкатился, и уже тут сами решайте, что с ним делать. Можно оставить на хранение прямо в поле, пленка плотная, птицы, мыши, крысы не прогрызут, либо отвезти куда-то на базу для хранения, либо сразу грузим в газель и на продажу. И да, весь этот процесс, вся работа упаковщика не останавливается. Вам не нужно стоять, караулить, ждать там какой-то сигнал, чтобы нажать кнопку, чтобы там начался двигаться конвейер, началась обмотка. Все происходит автоматически. Можете не переживать, специальная электронная система за всем следит. Компьютер мониторит состояние упаковщика, и в случае какой-то поломки или, например, камень, не дай бог, попал там в шнек или в прессовальную камеру, он вас, естественно, оповестит. Также на специальном мониторе отображается вся информация по ходу работы. То есть, сколько рулонов накрутили, сколько оборотов держит ВОМ, что используется в прессовальной камере, сетка или пленка, сколько слоев используете в самом упаковщике, когда провести ТО, когда добавить масло или смазку. Кстати, про масло. Данный упаковщик имеет свою собственную гидросистему. Здесь вот стоит гидробак, гидронасос. И, что немаловажно, установлен также интеркулер. То есть он охлаждает масло. То есть в любую жаркую погоду при интенсивной работе этот упаковщик вас никак не подведет, и его производительность никак не уменьшится. Здесь у нас обычная боковина. Под ней основные узлы, агрегаты, цепь, натяжительный ролик. Здесь настраивается обмотка сетки. И также в каждой машине идет автоматическая смазка узлов. То есть вы ее наполняете специальной смазкой, и она уже сама в процессе работы регулирует подачу масла. То есть в нужное время, нужное количество ваш агрегат будет всегда смазан и готов к работе. Итак, друзья, в общем, для заказа этого чудо-агрегата звоните по номеру, указанному в описании. Не нужно бояться. Звоните, спрашивайте, интересуйтесь. У нас есть выездная бригада, которая приезжает, все это показывает, настраивает, обучает ваш персонал. Если есть у вас какие-то вопросы относительно, как этот агрегат себя показал, не вопрос, можем вам предоставить номера, контакты хозяйств, где этот чудо-агрегат работает, отлично себя показывает во многих регионах в России. В общем, пишите, звоните по номеру. А с вами был Артем и компания «Система». Всем пока!